Привет, друзья! Когда коалиционная игра превращается в минное поле, даже самый амбициозный лидер может внезапно оказаться в ловушке. Именно и это сегодня происходит с Фридрихом Мерцем и его попытками собрать жизнеспособную коалицию. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц с каждым днем сталкивается с новыми вызовами, а ситуация становится все сложнее. Выборы в Бундестаг, прошедшие совсем недавно, кардинально изменили расстановку сил. Прежняя большая коалиция теперь уже совсем не выглядит большой. Особенно это ощущается в ситуации, когда речь идет о внесении изменений в основной закон Германии, ведь для этого требуется расширенное большинство. Теперь одной поддержки СДПГ и зеленых недостаточно, приходится привлекать и левых. А для Фридриха Мерца это превращается в настоящую политическую балансировку на канате. Особенно ярко это проявилось в конце марта, во время первой учредительной сессии новоизбранного парламента. Тогда Грегори Гизи, ветеран левой партии, как старейший депутат, получил право открытия заседания и использовал его в полном объеме. Он произнес длительную, местами даже чересчур пространственную речь, в которой, по мнению некоторых наблюдателей, слишком увлекся лирическими отступлениями. Но Гизи явно наслаждался этим моментом. Возможно, особенно потому, что его должны были выслушать даже те, кто обычно предпочитает в такие минуты покинуть зал и болтать за кулисами, если за трибуной выступает представитель левых. Но для многих депутатов из Союза выступление Гизи стало настоящим испытанием на терпение. Выражения лиц откровенно были раздраженные, кто-то, вероятно, шептал своему соседу: «Ну, когда же это все закончится?», пока Гизи рассуждал о налоговых ставках на рождественские елки или о Карле Марксе. Один из депутатов от ХДС из Саксонии-Анхальт даже демонстративно углубился в чтение книги «Преступники среди нас» историка Хубертуса Кнабе. Это был очевидный и довольно жесткий намек на прошлое Гизи и всей левой партии. В этот момент особенно отчетливо проявлялась глубокая антипатия значительной части бундестагской фракции ХДС-ХСС к левой партии. Партии, которая открыто ставит целью преодоления капиталистической экономической системы и стремится к социализму. Но именно эту партию, как ни парадоксально, правящая коалиция может в скором времени привлечь к принятию решений. Даже самому будущему канцлеру Фридриху Мерцу придется в какой-то момент опереться на поддержку левых, если, конечно, удастся сохранить противопожарную стену между собой и крайне правой АДГ. Так как без 2/3 голосов в Бундестаге не принять ни одного изменения в Конституции. Это значит, что кроме ХДС, СДПГ и зеленых необходимо участие либо левых, либо альтернативы для Германии во главе с Алис Вагель. И здесь придется выбирать. Однако возникает серьезное препятствие. Еще в 2018 году ХДС приняла жесткий декларативный запрет. Никаких коалиций и даже похожих форм сотрудничества ни с левыми, ни с альтернативой для Германии. Этот пункт до сих пор вызывает много споров, что именно считается похожими формами сотрудничества. В конце января 2025 года Фридрих Мерц попытался разъяснить ситуацию, заявив, что совместное голосование – это еще не сотрудничество. Поводом стала его программа из 5 пунктов по миграции, которая прошла в Бундестаге только благодаря голосам альтернативы для Германии. Но используя такую поддержку вновь, это то, на что социал-демократическая партия Германии, это, вы знаете, новый партнер Мерца по коалиции, точно не согласится, так как в коалиционном соглашении это прямо прописано. Цитата: «Коалиционное партнерство исключает на всех уровнях власти любое сотрудничество с партиями, которые противоречат Конституции и демократическим принципам. Это касается в том числе совместных предложений, выбранных договоренностей и любых других форм сотрудничества». У Фридриха Мерца остается только один выход – партия левых. Друзья, хочу сказать, что конституционные изменения – это один из тех процессов, к которым в Германии подходят особенно серьезно. Чтобы внести поправки в основной закон, необходимо заручиться поддержкой 2/3 членов Бундестага и Бундесрата. И в ближайшие 4 года такая поддержка может понадобиться неоднократно, ведь история показывает, что поправки в Конституцию вносятся достаточно регулярно. В 17 из последних 20 законодательных периодов Бундестага основной закон изменялся, причем в среднем 3,45 раз за одну выборную каденцию. Это говорит о том, что изменения не редкость, а скорее правило. Причем обсуждаются не только крупные и спорные инициативы, вроде долгового пакета, согласованного между ХДС, ХСС и СДПГ в конце марта. Иногда речь идет о довольно технических, на первый взгляд, решениях, например, об отмене обязательной публикации новых законов на бумаге и переходе на цифровой формат. Даже для такого, казалось бы, тривиального нововведения в 2022 году
потребовалась конституционная процедура с 2/3 голосов обеих палат. Невероятно. Я бы хотел обратить ваше внимание, что особенностью этих изменений является то, что многие из них невозможно просто-напросто предсказать в начале нового законодательного периода. Так было с решением о создании специального фонда для Бундесвера во времена Олафа Шольца после нападения России на Украину, а также с изменением Конституции, которые были вызваны пандемией коронавируса. Именно благодаря 2/3 голосов возможны такие меры, как финансовая компенсация для федеральных земель и даже цифровой пакет для школ. Без этих голосов не было бы ни поддержки в кризис, ни стратегических решений, влияющих на будущее страны. Хочу вкратце остановиться и на реформе долгового тормоза. Долговой тормоз – это запрет брать новые кредиты, чтобы не возрастал долг Германии. На ближайшие годы партии Союза, ХДС, ХСС и СДПГ уже договорились о внесении изменений в Конституцию. В коалиционном соглашении прямо указано, цитата: «Будет создана экспертная комиссия, которая разработает предложение по модернизации долгового тормоза, позволяющий стабильно осуществлять дополнительные инвестиции в укрепление нашей страны. На этой основе мы намерены завершить данную законодательную процедуру к концу 2025 года». Таким образом, как вы понимаете, нарушение ХДС о несовместимости с левыми де-факто уже заложено в самом коалиционном соглашении. Ведь для внесения таких изменений в основной закон, как я уже сказал, недостаточно лишь имеющихся голосов. Понадобятся и переговоры с фракцией левых. А левые не просто так поднимут руки при голосовании. Они, подобно партии «Зеленые», как я вам рассказал в прошлых видео, захотят повлиять на содержание обновленного долгового тормоза. И это уже открыто понимают и обсуждают внутри самой фракции. Левые хорошо осознают, что без них Мерц не обойдется. Парламентский управляющий фракции левых Кристиан Георги заявил, цитата: «Постановление ХДС о несовместимости с нашей партией мы считаем оторванным от реальности и устаревшим. Пришло время, чтобы Союз пересмотрел свое отношение к левым». Внутри самой фракции ХДС-ХСС энтузиазма по поводу такого союза, конечно, немного. Ведь для изменения Конституции им придется договариваться не только с социал-демократами, но и с двумя левыми партиями, с которыми у них серьезные идеологические разногласия. Я напомню, что даже долговое соглашение, принятое еще старым Бундестагом, многим депутатам Союза далось нелегко, голосовали с большими внутренними напряженностями. Поэтому не исключено, что Союз постарается заглушить обещанную социал-демократами реформу долгового тормоза еще на стадии работы комиссий. Как это часто бывает, создают комиссию и на этом все затихает. К этому вполне подходит высказывание Филиппа Амтера, который в начале апреля в эфире ЦДФ отметил, цитата: «Я считаю, что дальнейшая реформа долгового тормоза не требуется». Скорее всего, так думают и многие депутаты в ХДС-ХСС, однако мы слышим с вами и другие голоса. Так, премьер-министр Шлезвиг-Гольштейна Даниэль Гюнтер в интервью Такер Шпигель заявил: ХДС-ХСС придется говорить с левыми о реформе долгового тормоза. И добавил, цитата: «Людям нельзя врать, надо говорить правду как есть. Каждый гражданин и каждая гражданка могут сами прикинуть, какое именно большинство нужно для внесения новых изменений в Конституцию». И здесь возникает вопрос, а как на это все смотрит ближайшее окружение Фридриха Мерца? Это пока остается неясным. На данную минуту складывается ощущение, что в Союзе предпочитают не поднимать эту тему публично. Однако Фридриху Мерцу, Торстену Фрау и другим ведущим фигурам Союза стоит как можно скорее определиться, как они будут взаимодействовать с левыми. Особенно с учетом того, как болезненно обернулись переговоры с зелеными по вопросу долгового пакета, когда оказалось, что Союз тогда оказался в зависимости от партнеров, которых сам же перед этим поставил в неловкое положение. Один из вопросов, который не может больше откладываться и занимает важнейшее место в повестке новоизбранного парламента, это выбор судей Конституционного суда Германии. Как вы понимаете, здесь, как и раньше, без 2/3 голосов никак. Это означает, что принятие решения возможно только при широком согласии между основными политическими силами. А я напомню, кто забыл подписаться и пропустил видео, что еще 30 ноября 2024 года истек срок полномочий судьи Йозефа Криста. Однако в предыдущем составе Бундестага предложение Фридриха Мерца назначить на его место Роберта Зехмюллера, действующего судью Федерального административного суда, не получило необходимого большинства голосов. Несмотря на авторитет кандидата и его опыт, политические разногласия оказались сильнее здравого смысла. И это еще не все.
Летом, согласно текущим прогнозам, из состава Карлсруэского суда, который расположен именно в этом городе, выйдут еще двое судей. Их замену также должен будет утвердить Бундестаг. Таким образом, ситуация становится все более накаленной, но выход все же был найден. Существует один юридический трюк. Если фракция ХДС, ХСС, СДПГ, Зеленых и Левых не смогут все-таки договориться о кандидатуре в рамках Бундестага, то право выбора может быть передано в Бундесрат. Это верхнюю палату парламента, которая представляет федеральные земли. Если кто-то из вас не знает, напомню, что возможность появилась всего несколько месяцев назад и, как ни парадоксально, благодаря поправке к основному закону, принято в декабре 2024 года. Цель этой поправки заключалась в том, чтобы не допустить блокирования работы парламента, особенно на фоне все более заметного влияния радикальных партий. Согласно новым правилам, если в течение 3 месяцев не удастся достичь большинства по кандидатуре, право выбора автоматически переходит к Бундесрату. Это своего рода аварийное средство, изначально разработанное для того, чтобы не дать партии «Альтернатива для Германии» вмешиваться в назначение судей в Конституционный суд. И теперь вполне возможно, что это экстренное решение придется применить раньше, чем когда-либо ожидалось. Тем не менее, передача права выбора в Бундесрат станет тревожным сигналом, символом бессилия парламента и фактической недееспособности законодательного органа. Поэтому давление на ХДС, ХСС будет возрастать, им придется, несмотря на идеологические различия, начать диалог с левыми и постараться прийти к общему кандидату. Но это не улица с односторонним движением. Вы должны все-таки понимать, что и левым придется сделать шаг навстречу христианским демократам. Левые должны определиться, хотят ли они реально участвовать в политике и идти на компромиссы, или их устраивает вечная роль оппозиции. Вопрос стоит здесь остро. Либо стороны находят общий язык, либо Германии грозит серьезный институциональный кризис в одном из важнейших органов правосудия. Друзья, давайте еще раз вернемся к 25 марта 2025 года, ко дню учредительного заседания Бундестага. Потому что именно на этом событии можно наглядно показать, насколько далек путь к взаимопониманию между ХДС, ХСС и левой партией. После вступительной речи старейшины парламента Грегори Гиси начались выборы президента парламента и вице-президента Бундестага. Со стороны левой партии в этой гонке участвовал Бодо Рамелов. Я бы сказал, что он, пожалуй, самый умеренный и компромиссный из всех возможных кандидатов от этой политической силы. В течение 10 лет он занимал пост премьер-министра Тюрингии, а в статусе председателя Бундесрата Рамелов временно считался четвертым лицом в государстве. Он практикующий христианин и по многим своим взглядам ничем не радикальнее, чем, скажем, рядовой социал-демократ. Чтобы занять пост вице-президента, ему требовалось набрать 316 голосов, и он получил ровно 318 голосов. То есть едва-едва хватило. На лицах его коллег по фракции явно считалось. Многие в левой партии были откровенно недовольны. В то же время очевидно, что большинство депутатов от ХДС, ХСС, скорее всего, не поддержали кандидатуру Рамелова. И я уверен, что в левой фракции без сомнения запомнили это голосование. И такая ситуация, которая сложилась сейчас, указывает на то, что для Фридриха Мерца, лидера христианских демократов, это может обойтись очень дорого. А теперь давайте обсудим, может ли Фридрих Мерц удержаться на этом политическом канате и какую цену ему придется за это заплатить. Подпишитесь и спасибо за просмотр.